Здорово, танкисты! Всем привет! С вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной смотр танков нашей любимой игры Мир танков от Last Game. Сегодня у нас на обзоре немецкий средний танк 8-го левела, проходная прокачиваемая ветка Пантера 2. Да, вот такой вот агрегат с длинным стволом. Ствол длиннее, кстати, чем корпус. Вот, и прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. И начинаем, конечно же, с бронирования. Итак, Collision модель наша Пантера. Ну и начинаем с корпуса. НЛД 95, и, конечно, как даже для среднего танка 9-го левела это очень мало. А вот в ЛД уже получит такой, конечно, анти-СТ, смотря как будет входить снаряд. Может быть, когда-нибудь что-нибудь танканете, да, от ЛТшки и какой-то СТшки. Ну, тяжелый танк вы явно не танканете. Ладно, ИПТ. Касаемо башни, маска орудия уже более-менее 275, внизу 300. Вот здесь вот есть щели 100, ну там рикошет пишет система. А, ну правильно, здесь же вытянутая. А вот эти вот точечки пробиваются, но они очень маленькие. Основная бронеплита 124-125. И, ну, такой бронеплитой вы не затанкуете ничего. Щеки, понятно, рикошет, они под хорошим приведенным углом. Есть люк 121, тоже картон. Борт у нас 85-66. Получается, что за счет рикошета, приведенной брони, вы еще можете что-то вытанковывать, но будете подставлять вот эту щеку 156, куда вас и буду рвать. Еще раз, в принципе, все ослаблено, за исключением маски и вот этих щек. Все остальное пробивается. По основным модулям обязательно качайте топовый двигатель, качайте топовую ходовую, качайте топовую рацию, все это важно. Обзор нам прибавляет башня топовая, а вот пушка нас интересует 9-го левела. Топовая, да. 280 альфа на основном и на голдовом снаряде, 370 на фугасе, 223 пробития на основном, 261 на голдовом снаряде. И, честно говоря, это маловато. Это реально не очень хорошее пробитие, как для 8-го левела. Да, ну что это такое? Хотелось бы побольше. Все-таки пушка ДПМная, такие там снаряды мощные. Шучу. Ладно, пушка заряжается 8 секунд. ДПМ 200, точность хорошая, 0,3, 2,2 секунды время заряжания. Да и в целом-то пробитие, можно сказать, да сносное, как для восьмерки. Шучу. По полевой модернизации. Легкосплавные узлы крепления во втором блоке, в четвертом блоке плавающий прицел, в пятом блоке антибликовую маскировку фар, в шестом блоке вторым слотом берем на разведку. По оборудованию рекомендую поставить сюда турбину, просветленную оптику и досол. По снарядам. Основной снаряд бронебойный, летит 1150, и это хорошо. Голда у нас подкалиберный снаряд, летит 1438, тоже гуд. У нас, кстати, фугасы тоже быстрые, 1150 метров в секунду. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель я поставил до паёк. У нас 5 членов экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам и минусам данного агрегата. Не хотелось бы вот прям нырять в эти цифры, постоянно смотреть. Там есть то, что мы еще не смотрели. УВН у нас минус 8. У нас достаточно быстрое сведение орудия. У нас хорошая точность пушки. Прям реально хорошая. Ну, еще бы такая длина ствола. В целом, давайте поговорим о танке. По ХП. Здесь все норм. По мобильности. Вот цифры хорошие. 60 вперед, 23 назад, 14 лошадей на тонну. Но это меньше 15 лошадей на тонну. И это точно уже в цифрах нам намекает на то, что вот эту свою максималку в 60 он будет набирать очень медленно. И это действительно так. Пантера туго начинает стартовать с места. Кстати, на месте тоже туговато крутится вся она. Такая прям тяжелая в этом плане. Танк, он прям не похож на средний танк. Такой по своей подвижности напоминает что-то между тяжелым и средним танком. Это факт, это учитывайте. Вот по незаметности. У нас очень высокий силуэт. У нас перк незаметности там до конца еще не у всех вкачан. Но там где-то 24% точно можно раскачать. По обзору, ребят, 471 метр на просветленке. Но у нас здесь штраф, наверное, да? Да, 7. Так было бы 480. Вот. В целом, это хорошая пушка. Она ДПМная, быстро заряжается. Но подвижность сратенькая. Плюс, учитывайте, нет брони. Вот такой вот характеристики танка. Предлагаю же отправляться в бой. Давайте посмотрим, собственно, на что способна наша Пантера 2. Поехали.
Так, господа, обзор боем у нас Пантера, вторая, немецкий средний танк, конная прокачиваемая ветка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А кого бить не будем? ПТшек мало, значит занимаем их роль в этом бою частично. У нас на самом деле есть подвижность, но одновременно ее нет. Что это значит, вы спросите? А это значит, что он свою максималку туго набирает. Но набирает, но очень медленно. Вот, вот. Такая эта машина. Вот видите, даже на месте так вяло крутится. Ну, никак должен быть средний там. Вяло все делает эта Пантера вторая. Лениво так. До хера там танков едет. Фак. Есть, в люк забросили. В лючок забросили. Броня не побрита, голда. Чё? Рикошет, ребят. Вот такой у нас Транрекс. Интересный там. Нахрен. В ангар. В ангар. Готов. В ангар. Так, какой мамонт сюда приехал. Или хороший, красивый. Вот и еще. Пробитие есть. Сейчас нету. Сейчас будет. Броня не побрита. Нет, ДПМ неплохой, но что-то не пробивает. Вот, еще пробили. Броня не побрита. Что, этот наигрался. Не пробили. Уходим на базу. Срочно. Просто очень срочно. Наш-то еще и подвижность. Так, 1200 налупили. 74 вроде как. Нам на базу едут враги. Ренегат. Тайпок.
всех убили, ребят. 2К дали. Ну, такой турбослив непонятный. Но ДПМная пушка. Я очень много в первой позиции раз не пробил Корчуна. И это Млех там АМХ 450. Как он там, 49 был. Вот, в целом точность пушки хорошая, ДПМ хороший, но тачка по подвижности какая-то интересно тугая, на месте крутится не очень. Красоту этого орудия как бы ухудшает играбельность в целом, да, именно подвижность этой машины. Какая-то тугая, вот даже на турбине не едет и все, вот ну, не едет от слова совсем. Как бы едет, но и не едет, и даже не знаю, как сказать. Тугая тачка. По пятибалльной системе 4 с минусом, 3 с небольшим плюсом. Правильная оценка, наверное. У ребят, у кого есть Пантера 2, пишите свои комментарии, как вам эта машина. Как по мне, ни то, ни сё. Неплохо вроде, да и нехорошо. Короче, обычный танк, никто в нем что-то сверхъестественно нет. Пушка класс, но вот подвижность должна быть у среднего танка, а ее нет. Ребят, пишите свои комментарии, какое вы используете оборудование, как вам в целом танк. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайки, я вам говорю. До скорых встреч, пока. Что там по итогам боя, кстати, забыл глянуть. Позорное второе место у нас, ребят. Всем пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.